Представьте себе место, где батарейки садятся в считанные минуты. Вода замерзает в воздухе, а автомобили не выключают даже на ночь, потому что после остановки двигатель может уже не завестись. Нет, это не атмосфера из фантастического романа или антиутопии. Это реальное место в России. Оймякон называют северным полюсом холода. Здесь была замечена самая низкая температура на территории полушария – минус 71,2 градусов Цельсия. Как выживают жители села в таких условиях? Чем они занимаются и что едят? В чем вечный спор Верхоянска и Оймякона? Об этом вы узнаете из нашего видео. Друзья, перед просмотром не забудьте подписаться на канал «Новости Ямала». Здесь вы найдете все о жизни арктического региона, сюжеты об удивительных местах Крайнего Севера и людях, которые здесь живут. Подписывайтесь на «Новости Ямала». А мы начинаем. Село Оймякон спряталось в глубинах Якутии. Хоть оно и не находится за Северным полярным кругом, оно является одним из самых холодных мест на планете. Суровый климат связан с особым географическим расположением. Оймякон удален от океана и расположен на высоте 741 метр над уровнем моря. Из-за этого температура воздуха ниже, а ночное охлаждение воздуха усиленное. Зимой день здесь длится всего 4 часа, зато летом почти 21 час. Интересно, что само название села на эвенском языке означает «незамерзающая вода» или «место, где рыба проводит зиму». И в этой местности действительно можно найти ручьи, которые не замерзают даже в самый сильный мороз. Жизнь в суровых условиях – это постоянная борьба. В Оймяконе проживает около 500 человек. С какими трудностями им приходится сталкиваться ежедневно? Средняя температура воздуха в январе – минус 54 градуса Цельсия. Нередко она опускается еще ниже. Ученые выяснили, если зимой в Оймяконе выйти без одежды, то всего достаточно 1 минуты, чтобы человек замерз насмерть. Из-за низких температур в машинах замерзает топливо. Аккумуляторы быстро разряжаются, электроника отказывается работать. В шариковых ручках застывают чернила, а одежда без натурального меха попросту бесполезна, потому что недостаточно теплая. Лютому холоду радуются школьники, ведь если температура воздуха опускается ниже 52 градусов Цельсия, то их уроки отменяются. Из-за того, что село стоит на территории вечной мерзлоты, выращивать овощи и фрукты в промерзшем грунте невозможно. Поэтому основа местного рациона – это блюда из рыбы, оленины и конины, в том числе из замороженного мяса. В советские годы в Оймяконе выращивали чернобурок, а их мех считался лучшим в мире. Теперь местные жители в основном занимаются скотоводством, разводят коней и оленей, охотой и рыбалкой. Как Оймякон стал северным полюсом холода? В 1926 году геолог Сергей Обручев сделал запись в своем дневнике, что в Оймяконском районе возможна температура минус 71,2 градуса Цельсия. Однако подлинность этих замеров отсутствует, и они официально не признаны. Спустя 3 года здесь основали метеорологическую станцию. Абсолютный минимум, который она зафиксировала, был 6 февраля 1933 года. Тогда температура опустилась до минус 67,7 градусов Цельсия. Право называться северным полюсом холода у Оймякона оспаривает Верхоянск. Здесь в январе 1885 года была зафиксирована температура минус 67,8 градусов Цельсия. Сторонники Оймякона говорят, что в то же время в Оймяконе температуру еще никто не измерял. Кроме того, они утверждают, что абсолютные годовые минимумы здесь ниже, чем в Верхоянске в среднем на 3,5 градуса Цельсия. С января 2003 года абсолютный минимум температур для обоих населенных пунктов приняли считать одинаковым и равным минус 68 градусам Цельсия. Оймякон сегодня – это место, которое привлекает туристов со всего мира. Он привлекает тех, кто хочет побывать в самой холодной точке северного полушария, испытать себя в экстремальных условиях и своими глазами увидеть, как моментально вода превращается в лед. Стоит ее только выплеснуть из кружки. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал «Новости Ямала», чтобы узнать больше полезного.